Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о том, что Лена нам показывает в своем запретограмме, но пока я буду рассказывать, что Лена нам показала, и расскажу, конечно, свое впечатление об этом. Вы ставьте лайки, и ставьте их, пожалуйста, активнее, потому как лайки продвигают видео. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Ну а мы переходим к рилсам Лены в запретограмме. Оказывается, Лену мучает бессонница. Представляете? Ну вот никак она не может поспать нормально ночью. А все почему? Потому как не устает за день. Вот и все. Ох, Лена. Ну я так думаю, что если бы у нее была бы работа такая, которая ее выматывала бы с 8 до 5 в этом самом магазине, и с понедельника по пятницу, а то и в субботу-воскресенье тоже, чтобы они работали вместе с Оксаной, то я думаю, что бессонница прошла бы сама собой. Нет, ну, конечно, понятное дело, есть такие случаи, когда прям вот лечить надо, но не в случае Лены, нет. Это просто все лечится, абсолютно просто. Просто надо работать, да. И быть ответственным человеком, и вставать вовремя, и ложиться тоже вовремя, какой-то режим выработать, и вся бессонница проходит, все как рукой снимет. Но Лена даже пробовать не хочет это все делать, потому как она считает, что она и так уже достаточно устала. И вот надо расслабиться и пойти в сауну. Представляете? Думаю, да, когда ж ты успела устать так, Лена? Где ты так устала? Где ты так наработалась? Просто непонятно. Но отдохнуть надо. Отдохнуть от безделья, видимо, Лена решила. Но об этом чуть позже. Лена решила еще прорекламировать Инстаграм своей, я думаю, какой-то приятельницы, что ли, или, возможно, просто она за деньги стала кого-то рекламировать, не знаю. Ну, в общем, рассказала она про этот самый запретограмм женщины, которая дает какие-то психологические советы, занимается, как Лена выразилась, психоматикой заболеваний. Да. Почему не психосоматика, не знаю. Хотя, в принципе, эта женщина, она специалист-психосоматолог. Но потом Лена уже стала говорить не психоматика, а психосоматика все-таки. Хоть когда-то Лена исправилась. Вообще Лене это свойственно. Вы знаете, вот помните, она сначала говорила о том, что металлоискатель называется мелодиеискатель, как-то так. А потом стала говорить, что это все-таки металлоискатель. Та самая история и здесь. Сначала она сказала психоматика, а потом психосоматика, ну и так далее. Несколько раз повторила, что это психосоматика. Вот, ну а на улице беда. На улице зима прогрессирует, по выражению Лены. Я такое словосочетание еще не слышала. Прогрессирующая зима. И, понятное дело, снег на улице, ведь зима в прогрессе. Вот, и надо было Оксане откопать машину. Машину Оксаны занесло снегом. Интересно, а она-то сама делала или, может быть, все-таки Юра ей помог? Ну, не знаю. Как мне кажется, все-таки она сама это делала. Лена, понятное дело, далеко от Оксаны живет, не смогла прийти на помощь. А вот если бы жили они рядом вместе, пришла бы Лена на помощь Оксане или нет? Я думаю, что даже в этом случае вряд ли бы Лена пришла бы сестре на помощь. Хотя всегда говорит, ну, сестричка, девочка, любимая сестричка Оксаночка. Ну да, любимая сестричка Оксаночка. Как только ей помощь нужна, даже здесь вот разгрести эту самую машину, да, и когда вот, например, она с этой самой газонокосилкой по той даче бегает, так, Оксана, взад-вперед, да, косит всю траву и прочее, никто не приходит к ней на помощь. Ну, никто. Мама, понятное дело, там, ну, в силу возраста, да, помогать не будет. А Лена тоже не придет. Лена придет на дачу только поесть, попить, и все. Ну, а все хозяйственные заботы, хлопоты, конечно же, ложатся на плечи Оксаны. Ну и, как я уже говорила, едут по саунам и бассейнам, как выразилась Лена. Едут они туда расслабляться и отдыхать. Вот, устали девочки. Пятница, говорит Лена, пора расслабиться. Ой, ну, конечно, люди работают в пятницу. Да, может быть, не полный рабочий день, но есть такие работы, где прям вот с утра до ночи, даже в пятницу, и в субботу, и в воскресенье люди работают. Но нет, только не Лена. Пятница наступила, все это еще один выходной к субботе и к воскресенью. Еще один дополнительный выходной. Отлично Лена устроилась, вам не кажется?
Пошла она в один какой-то бассейн, в другой бассейн, и людей чуть больше, чем было в прошлый раз. Конечно, Лене это не нравится. Какой-то бассейн закрыт, я так понимаю, под открытым небом какой-то из бассейнов закрыт. Но Лена умудрилась все-таки попасть в этот самый бассейн, в один из под открытым небом, который, и получала удовольствие. Голова на холоде, ну а вся Лена в теплой воде, да. Сразу вспомнилась поговорка, да, держи ноги в тепле, а голову на холоде. Вот Лена держит все тело в тепле, а голова у нее на холоде. И, понятное дело, надо еще и массаж. Мало Лене расслабления. Еще ей и массаж срочно понадобился. Ну, понятное дело. Она в это самое кресло массажное села, рядом сестричка Оксаночка. Минут 15-20. Лена, конечно, провела в этом кресле. По крайней мере, она так заявила, что хотела бы минут 15-20 там провести, еще какие-то очки дали. Специальный какой-то дополнительный массаж, какие-то звуки природы. Такой вот интершум был. В общем, Лена счастлива. Потом говорит, ну что еще надо для счастья? Какая-то вот пальма есть? Есть. Тепло? Тепло. Шезлонг какой-то есть? Есть. Бассейн рядом? Рядом. И сестричка Оксаночка рядом. Что еще надо для счастья? Боже, как Лена умеет льстить, да? А Оксана сидит, улыбается, уши развесила и изо всех сил верит сестричке Леночке, что да, она у Лены единственная, неповторимая, и никогда ни на кого Лена Оксаночку, свою сестричку, не променяет. Но, видимо, Оксане нравится отношение Лены к своей собственной персоне. Ничего без Лены Оксана сделать не может. Что бы Оксана не захотела бы сделать, сначала надо, чтобы все это было согласовано с Леной. Шаг вперед, шаг назад. Вообще кошмар какой-то. Я как смотрела их примерку, ну ужас. Лена влезает во влоги Оксаны без зазрения совести абсолютно. Лена руководит Оксаной, где ей встать, как ей шаг сделать, куда посмотреть, как повернуться. А Оксана с этой улыбочкой вечно натянутой просто счастлива повиноваться сестричке Леночке. Ну, понятное дело, конечно, Лене хорошо, когда рядом такой вот человек, который будет выполнять все прихоти Леночки и подчиняться любому ее слову. Коллективное парение. Бесплатное. И Леночка и Оксаночка побежали, девочки, париться коллективно. Главное, что бесплатно. Лена, конечно, счастлива, Лене все нравится. Вот. И очень ей понравилось то, что там можно было глиной себе маску сделать из глины, да, намазать лицо глиной. И всякие разные виды глины. Ну, честно говоря, там не гигиенично все. Очень не гигиенично. Как-то не продумали организаторы, хозяева этого заведения момент нанесения этой самой глины на лицо каждому клиенту. Очень и очень не гигиенично. Да, Лена рукой прям загребала. Там была лопаточка, но Лена рукой загребала эту глину. Неизвестно, чьи там руки были в той глине и сколько там микробов в той глине, ну и так далее, и так далее. Я бы, конечно, не рискнула бы какие-то маски делать из глины на месте Лены, тем более, знаю, что у нее лицо вечно какое-то раздраженное, какая-то там краснота вечная. В общем, не знаю я, как Лена решилась на это. Но уже решилась. Ну, хотя бы не лопаткой Лена стала наносить себе глину на лицо. Хотя бы это хорошо, потому что очень многие именно лопаткой наносили. Но были те, конечно, которые и руками там вот тоже были в этой глине. Да, тоже ничего хорошего. В общем, да, не продумали организаторы этот момент нанесения маски на лицо. И после того, как Лена смыла эту маску, пошла обливаться, я так понимаю, холодной водой. В прошлый раз, когда Лена была в этом заведении, она говорила о том, что там чуть ли не ледяная вода. В этих бочонках, из которых на тебя сверху льется вода. Там дергаешь за веревочку, ну да, все по классике. Дернет за веревочку, ведерко и опрокинется, да, двери откроются. Вот. Но здесь Лена говорит, очень ей даже приятно. Да, в прошлый раз не особо было приятно, прям визгу, крику было. А сейчас очень, говорит, приятно, и что есть такие штуки, как выразилась Лена, которые тебя дают водичкой. Дают водичкой. Почему не обдают водичкой? Нет, дают. Ну и понятное дело, девочки проголодались, очень проголодались, 3 часа дня, пора поесть. Думаю, а почему домой не поехать? Уже можно и домой поехать, и дома поесть. Нет.
надо поесть обязательно в пункте общественного питания. Ну почему? Потому как я так думаю, что дома у Лены ничего не приготовлено, обеда нет. Ну, Андрей, понятное дело, в принципе нет. А Ваня, ну что Ваня? Лена вообще не думает о том, чем будет питаться ребенок сегодня, да, вот чем накормить ребенка. Лена, главное, для себя решила, что надо себя накормить, а ребенка уже как-нибудь она накормит, возможно, попозже. А возможно, принесет ему что-то на вынос, возьмет из этой самой крошки картошки и принесет ему. А он, я так думаю, и рад будет. Потому как он очень любит всякие бургеры, всякие вот такие вот неполезности, будем так говорить. Взяла Лена себе рыбку, крабовый салат, говорит, знаю, что, мол, это очень не полезно, но очень вкусно. Гренки взяла, ну, понятное дело. Потом они еще с Оксаной попили настойку шиповника. Оксана принесла, опять же, Оксана ее приготовила, ту самую настойку шиповника, не Лена. Оксана принесла в термосе, и, конечно же, они пили вместе с Леной. Но неужели нельзя было Лене приготовить этот самый шиповник? Ну, видимо, нельзя было. Ну и самое интересное было то, что елку украсили, и в этом спа-центре, конечно, ее разместили одну большую, какую-то поменьше, или там две поменьше, и в качестве украшений, даже не украшений елочных, а как инсталляции, что ли, какие-то рядом с елкой, стоял мамонт и мамонтенок. Огромный мамонт красивый и мамонтенок красивый. Все якобы в снегу, вот эти фигуры белого цвета. И Оксане, конечно, надо было сфотографироваться. Лена, естественно, прокомментировала, надо срочно ей сфотографироваться, вот срочно. Ну, неужели нельзя было промолчать? Вот для чего это надо было говорить? Ну, и Оксана, забегая вперед, могу сказать, что в своем влоге она сказала, ну, как так? У меня не будет фотографии с мамонтом и мамонтенком. Конечно, будет. Это надо срочно исправить. Ну, и она, понятное дело, сфотографировалась. Интересно, сама себя фотографировала вроде селфи или все-таки Лена сподобилась и сфотографировала любимую сестричку Оксаночку? Не знаю. Я пока еще не видела фотографии эти. Надеюсь, Оксана их выложит в запретограмм. Посмотрим. Оксана там в полный рост или все-таки селфи, то есть сама себя фотографировала. Леночка даже не удосужилась любимую сестричку сфотографировать. И вот я поняла, что, в принципе, в этом спа в этот день было 3 мамонта. Да, не один, а целых 3. Плюс Лена и Оксана к этому мамонту, к этому самому изваянию, да. Так что, да, спа прирос с 2 еще мамонтами. Лена, естественно, она вся зафильтрована, Оксана тоже. Ну, а если без фильтров на это все дело посмотреть, то, конечно, без слез не взглянешь. Видели мы Лену несколько раз, уже без фильтров. То, в принципе, и Оксану тоже видели. Но на Оксану можно смотреть без фильтров, без всякого. Особенно, если сравнивать вид Оксаны без фильтров и то, как выглядит Лена без фильтров. Понятное дело, это небо и земля. На Лену без слез не взглянешь без фильтра. Вот действительно. Плюс еще один мамонт. Ну, вот таким увидела я рилс Лены в запретограмме. Если вам понравился мой обзор, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!